Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня у меня видео о моих творческих буднях. Хочу показать вам, чем я занимаюсь, что сейчас у меня на крючке, что я собираюсь связать в ближайшее время. И получилось так, что на этой неделе у меня много отправок готовых работ. Я упаковываю посылочки. Как я знаю, многим нравится смотреть мои упаковки. Многие снимают распаковки, а у меня сегодня будет большая упаковка. Если вам интересно видео в таком формате, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. И всем приятного просмотра. У меня подключение на скорую руку. Хочу быстренько показать, что я связала. Сейчас побегу в магазин «Твоя полка» и кое-что из готовых работ я отвезу туда, поэтому... чтобы запечатлеть на память эти игрушки, хочу их показать. Так, вот связала вчера 5 лягушечек. Наверное, 3 я возьму на полку. Вот эти. Буду сейчас их еще вязать. И эти у меня поедут на ярмарку. Так, это что касается лягушек. 4 у меня одинаковых, одна по другой схеме. Так, да, эти на полку везу. Далее, что сейчас я делаю? Вяжу для своих курочек. Курочек-то я давно связала, а вот гнездышки мне нужно сейчас им подвязать. И вот сейчас занимаюсь, вяжу им такие корзиночки из джутовой пряжи. Вот шпагат джутовый двухниточный. Такая толщина нити, если вам это о чем-то говорит. Вяжу крючком 4 миллиметра. И описание схемы этой корзиночки у меня есть в телеграм-канале. Можете туда зайти и посмотреть, как я вяжу такие корзиночки. Ну или давайте сейчас на экране я прикреплю фотографию, схему к этому гнездышку. Так, вот мои курочки. Сейчас мне нужно связать 6 корзиночек. Так. Также буду их упаковывать в пакетики, ну, оформлять, как я это делаю перед Пасхой, и отправлять заказчику. Так, это у меня текущие процессы. Дальше, что я связала? Вот готовые 3 вот таких совушки. Также они связаны на заказ. Глазастенькие, лупастенькие. Решила их связать в такой природной гамме цветовой. Пестренькие. Это брелочки. Хотя они не совсем такие уж прям маленькие. Такие увесистые брелочки. Но все равно они небольшие. Поэтому я прицепила им карабинчики. Глазки также отдельно вывязываются, пришиваются. И здесь небольшие бусинки также пришиваются. Так, крылышки, кружочки пополам. Ну, все тут стандартно, ничего такого сложного. Каемочка немножко вверх. Надо вот так, может быть, отпарить вниз вот эту юбочку. Так, также сейчас я их упакую. Это в посылку у меня идут. И готовы котики. Вот, связала 10 новых котиков. Ну, котики, понятное дело, быстро расходятся, поэтому я их постоянно вяжу. Вот что они себе представляют. Вяжутся быстро. Ничего не пришивается. Глазки я вставляю на безопасном креплении. Носик также на безопасном креплении. Кстати, носики у меня закончились. Нужно еще купить, но ничего страшного. Можно их вышивать и розовой ниточкой, если уж под рукой нет таких носиков. Так что... сейчас в магазин отвезу, ну, может быть, 4 котика. Слишком много, конечно, я их не повезу. Потом лучше я их дополнительно туда заеду и добавлю на полочку. Слишком тоже нагромождать там смысла нет, чтобы был одинаковый товар. Просто нужно следить, что продается, что на полочке в наличии, и пополнять периодически, туда заезжать. Так, это котики. 10 котят у меня готовы. Все они разные. По-моему, ни одного одинакового нету. Так, да, этот полосатый, это да, однотонный, да. И рыжий, да, этот однотонный, полосатый. Все разные. Вот. Вот такие котята. Заказала еще глазки. Это, по-моему, 8 миллиметров. У меня здесь зелененькие, голубенькие. Но у меня уже и зеленые заканчиваются. Голубых совсем нет. Поэтому я вот этому... ставила покрупнее глазки, но все-таки мне нравится больше, когда вот 8-очки. Это 10-ка, наверное. Вот заказала еще голубенькие глазки, но сейчас я
Зайду на Валберес, закажу также и зеленые глазки для таких котят. Вязать их быстро, но я засекала время, у меня уходит на одного котеночка 40 минут, по-моему. Ну, я вяжу медленно, как я и говорю. Может быть, девочки-мастерицы их и быстро-быстро вяжут, но у меня так не получается. Как-то я капуша. Так что вроде бы маленькие, но время тоже требуется. 10 штук, вот получается сколько? 400 минут. Вот сколько часов я вязала этих котят. Вот. Все, сейчас я одеваюсь и бегу в магазин. Ну, конечно, я еще кое-что везу туда, но я эти игрушки вам уже показывала в предыдущих видео. А что сейчас показала, это все новенькое, свежее, испеченное. Ну вот я вернулась из магазина «Твоя полка». Отвезла туда новые игрушки. Забрала то, что я считаю бесполезным, чтобы там лежало. Да и не хочется, чтобы лишний раз это трепали. Так, все, я там с ними рассчиталась, получила какую-то выручку и продлила полку до почти конца октября, кажется. Ну, какое там число, точно я не помню. В договоре все это прописывается. Так что полку я буду еще арендовать. Мне нравится сам процесс. Заезжать туда в магазин, поправлять. Но думать, что туда отвезти, что-то приготовить. Ну, вот такой вот все равно вроде как и забота. Не скажу, что большая выручка, но все равно какая-то у меня уже новая такая обязанность, и мне это нравится, пока что не надоело. Главное, что это мне не в тягость, ну и не в большой убыток, так скажем. Вот, так что полочку я пока арендую в магазине «Твоя полка». Так, сейчас я пойду упаковывать рамы в картон. Перед отправкой я их всегда оборачиваю пленкой. Наборы состоят из 15 колец, максимальный диаметр 48 сантиметров. Ну и на уменьшение, понятно. Это кольца из фанеры высокого качества. Я их использую для изготовления панно на стены. Натягиваю салфетки или ловцов снов. Тогда подвешиваю еще ленты, перья, бусины. Вот, так что сейчас мне пришел заказ отправить такие рамы для ловцов снов. Вот пойду упаковывать в картон. Но здесь у меня места мало, пойду делать это за большим столом.
Вот я упаковала курочек в корзиночках. Посмотрите, какая красота получается. Мне кажется, приятно получать такие подарки. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Очаровательный, милый такой кулечек. Прелесть. Мне очень нравится, и буду вязать их еще. Эту курочку мы с вами вязали на канале. Можете найти видео. Ссылку на мастер-класс по этой курочке я оставлю в описании под этим видео. Можете также присоединиться и связать вместе с нами таких очаровательных, милых, уютных курочек. Ну, конечно же, их в основном вяжут больше всего к Пасхе, но, как мы знаем, что получать подарки приятно в любое время, и не обязательно вкладывать открытки с Пасхой. Я просто положила с милыми пожеланиями. Так что все, отправляю сейчас эти корзиночки. Далее у меня купили вот эту пару носков. Симпатичные носочки, я вам их уже показывала. Они связаны из пряжи Регина от Siam. Посмотрите, как красиво узор ложится в этой пряже. Так, и мне нужно упаковать. Для этого я выбрала вот такую коробку с окошком. Так, мне кажется, такой наполнитель подходит по цвету к моим носочкам. Вот так, чтобы они не болтались в коробке. Положу открыточку. Вроде бы здесь нет поздравлений к Новому году, поэтому я без всяких надписей выбрала. И тут носочки висят, и пусть вот так. Мне кажется, всегда открыточка — это очень мило. Так, все, закрываю и завязываю. И подарок уже будет готов. Здесь не буду никаких ленточек атласных. Пусть будет это у нас в натуральном таком стиле. И также перевяжу веревочкой джутовой. Сейчас я хочу упаковать вот эти 3 косыночки, у меня купили. Так, все, смотрим внимательно, чтобы не было никаких ниточек. Но вроде бы я их уже все просматривала. Но вдруг какую-то пропустила, не отрезала. Так, давайте посмотрим. Так, вроде бы нет. Так, все. Сворачиваем аккуратненько. И хочу положить открыточку. Мне кажется, вот такая тыковка с любимой дачи будет тут в тему. Так, все аккуратненько. Вот так, открыточку вставляю. Бумагу выбрала летнюю, такую тематику. Тут птички, цветы. Может быть, я открытку сверху положу. Так, и фиолетовую ленточку сиреневую. Сейчас я аккуратненько все заверну. Так, на столе у меня здесь много-много брелков разных, и мне нужно сейчас их также все упаковать. Так, машинки я, наверное, сложу в один пакетик. Ну, давайте сейчас я, чтобы не шуршать, сделаю это без камеры и покажу, что у меня получится. Посмотрите, какая красота получилась.
И я нашла вот такую открытку с автомобилем. И мне даже кажется, что он по форме похож на машинки, которые мы с вами также вязали. Вот эти, да? Подходящая открыточка. Может быть, неприличные надписи тут на заборе, но она такая игривая, пусть будет. Все. Вкладываю туда открыточку. Также. И заклеиваю пакет. У меня купили еще вот такой брелочек. Помните, я вам показывала этого пушистенького маленького котеночка, которого я связала из остатка пряжи. Вот. И хочу, подбирала открыточку, нашла вот такую с котиком. Может быть, это лисичка, может быть, котик, я не знаю. Но этот котик тоже похож у меня и на бельчонка, и на лисичку, поэтому положу вот эту открыточку посылку, сам брелочек, кулечек, ну и маленький цветочек. Он на липучке, но я не буду прикреплять. Вот такой подарочек получится. Это у меня поедет отдельно в новый домик. Пока, котенок. Ну, правда же он прелесть. Так, ну и самое интересное я оставила напоследок. Мне нужно упаковать сейчас вот эту куколку с ее гардеробом и аксессуарами. Авоську, жилеточку, блузочку, платье, юбку. Котенок у меня здесь в лежанке на матрасике. Игрушечный зайчик. Ну или кролик живой будет для куколки, не знаю. 2 резиночки. Все проверяю. 2 мягенькие резиночки маленькие. Запасная пара башмачков, туфелек. Шапочка, шарфик и платье. Все правильно. Так, здесь у меня юбочка, комбинезончик, как бы маленькая сумочка. Волосики я пока прихватила, чтобы они не трепались. Положу вот такую открыточку замечательных друзей. Сейчас буду упаковывать в коробочку с окошком, также крафтовую. И хочу порадовать малыша вот такими раскрасками. Мне они очень нравятся. Я сама в детстве любила раскраски. Так, сейчас я, наверное, одежду упакую в маленькие пакетики, чтобы... Хотя, может быть, и не стоит. Даже не знаю. Так, наверное, раскраски. Вдруг они красятся. Вот так положу. Чтобы одежда не
испачкалась, не заморалась. Да нет, наверное, даже не стоит. Так, как лучше сделать? Сейчас я, наверное, наполнитель сюда еще добавлю в коробочку. Так, чтобы ничего не болталось, тут я решила все-таки добавить бумажный наполнитель. Аккуратненько разложим. Так, куколка-то помещается. Я вроде бы примеряла, все нормально было. Так, шарфик. Башмачки. Зайчика. Вот резиночки я, наверное, сейчас в пакетик. Или их сейчас как-то надо мне перевязать, чтобы они не потерялись. Так. Котеночек. Авоська. Ну, этот комплект я вам также показывала уже в своих видео. Так, где голова, я не буду много тут накладывать. Давайте я ленточкой, наверное, резинки перевяжу вот так. А то они маленькие и могут затеряться. Может быть, ребенок поспешит открывать, и чтобы... Так, где у меня ножнички? И бантик как раз будет запасной для волос. Ленточка. Вот так. Все. Резиночки никуда не денутся. Юбку. И куколки. Говорим пока-пока. Прелестная открыточка. Все, закрываем. Да, подходящая коробка прям по размеру. Так, дайте-ка я померяю размер этой коробочки, чтобы потом знать, какую мне покупать. Ширина 10,5, высота, так, закрыла, 10,5, и в длину эта коробочка 25,5. Все, надо мне таких коробочек еще купить. Вот, сейчас я ее завяжу, чтобы ненароком она не раскрылась. То будут неприятности, если все высыпется. Так. Не буду никакую ленточку. Здесь, мне кажется, с коробкой сочетается и джутовый шпагатик. Так. И сейчас хочу наклеечки приклеить к коробке. Мы положили зайчика туда. Давайте зайчика приклеим. Вот так. Давайте вот эти ягодки. Мне кажется, они также очень симпатичные. Ну что еще? Ну давайте, она же в новый домик поедет куколка. Приклеим домик вот сюда. Вот такой подарочек получился очаровательный. Нужно мне еще связать такие куколки, чтобы были всегда в наличии. Они пользуются спросом. Ставлю себе их по плану связать. Ну, пока что у меня, конечно, времени нет, но нужно запланировать, главное, а там как получится. Напишите в комментариях, вы вязали такую куколку со мной? Также мы с вами ее вместе на канале вязали. Видео есть у меня на Audrey Studio. Ссылку на эту куколку и на ее одежду я оставлю в описании под этим видео. Так что можете также пройти и связать вместе со мной такую куколку. Вот. Я хочу в ближайшее время сходить на ярмарку. Я уже даже как-то соскучилась и прям хочется мне туда пойти. Вот. И сейчас у меня идет подготовка. Я пересмотрела все свои игрушки, носки, воротники, салфетки. Ну что у меня есть в наличии: сумки, беретики, косыночки, ловцы снов. Ну, много чего я уже тут намастерила. Но все равно, как мы знаем, что на ярмарке пользуются спросом недорогие изделия, а именно брелочки, маленькие плюшевые игрушки, ну, небольшого размера. И вот я
Собрала вот этот ящичек с брелками. На лягушечки подвесила карабинчики. Вот, сделала несколько еще лягушек, какие-то отвезла на полочку, вот, ну, что-то оставила и для ярмарки. Не знаю, успею я еще подвязать, не успею. И точно не понимаю, в какой день я еще выйду на ярмарку. На этих выходных или на следующих. Ну, как соберусь, когда буду готова. Вот, и связала еще новых зайчат плюшевых. Это маленькие зайчики. По популярной схеме, мы по этой схеме вязали все в прошлом году перед Новым годом и динозавриков. Вот. Автор Камнева, кажется, так, не помню, Екатерина, наверное, девушку зовут. Ну, легко найти, забиваете в интернете динозаврик крючком, и выйдет вот эта схема. Очень просто вяжется. Миниатюрные. Вот эти зайчики быстро раскупаются на ярмарке. Я в прошлый раз связала перед ярмаркой 3 таких зайчика, и их меня купили. Вот сделала им юбочки, решила как-то украсить. Я в последнее время стараюсь все игрушки плюшевые украшать какими-то дополнительными аксессуарами. Или бантик на ободочке, там цветочек какой-то, или манишку, или передничек, слюнявчик. Вот в этот раз решила сделать им юбочки. Вот этот цвет тоже очень нравится деткам. Хотя в прошлый раз у меня этих зайчиков, вот таких розовых, одного я вязала розового в белом памперсе, а другого я вязала вот такого беленького в розовом платье, такого цвета. И у меня сразу купил их парень, молодой человек из Иордании. Вот, и я, когда ему продавала, я вспомнила свою молодость. Он поступает в технологический институт у нас в Воронеже, и я помню, что когда я там училась, у нас тоже на потоке было много иностранцев именно из Иордании, и мы вот дружили с этими ребятами. Хорошие были, веселые такие парни из Иордании. Вот. И вот он тоже приехал из Иордании. Так что он у меня купил на подарки таких зайчиков. И еще одного начала вязать. Сейчас мне осталось связать ему только ушки вот такого сиреневого цвета. Посмотрите, какой он страшненький, без ушек. Но я ему еще не вышивала ни носик, ни утяжку не делала. И также сделаю ему пелеринку какую-то. Может быть, на шею или юбочку, сарафанчик. Ну, посмотрим, какую подберу еще. Тесемочку или кружева. Здесь у меня такого приятного изумрудного темного цвета. Вот. Здесь молочного цвета кружева. У меня много разных таких вот изделий текстильных, кружева, тесьма, веревочки. Это все мне досталось в наследство от бабушки. Сейчас таких, ну, хотя разных сейчас, конечно, чего только нет, но это такое старое кружево из запасов. Вот также надо мне как-то это использовать. Все в дело, ничего не должно пропадать. Вот. Завтра суббота. У моей мамы будет день рождения. Не знаю, получится у меня повязать завтра, не получится. Завтра мы идем в гости к маме, ну, к родителям. У нее круглая дата. Вот, будем отмечать всей семьей. Так что такое у нас радостное событие. Вот, маме 75 лет исполняется завтра. Я когда вставляла эти глазки на безопасном креплении, кто вяжет игрушки такие вот плюшевые, многие же используют такие глазки, вот, ну, вот эти, по-моему, 12 миллиметров, и знают, что очень-очень у них тугие заглушки. И я вставляю глазки при помощи молотка и пассатиж. У меня нет специального чиш зажима для вставления таких глазок. И вчера у меня случилась оказия вечером, отбила себе палец. И этот палец на сегодня, смотрю, более-менее уже посветлел. А вчера был вообще просто фиолетовый.
вот этот самый рабочий палец. Ну, вот у меня всегда приключения я нахожу на свое мягкое место. Вот. И теперь и спицами вязать больно, нажимать, и крючком. Ну ничего, нет, полегче сегодня, не как вчера, конечно. Вот эпицентр. Но вот надо такому приключиться. Нет бы какой-то другой палец, так самый рабочий, самый нужный. Вот, и поэтому я пока, может быть, от вязания немножечко отдохну, дам ему зажать побыстрее, не буду в него тыкать крючком. И решила для ярмарки сделать украшение моего стола. Еще точно не решила, из чего я это буду делать. Но вот моя любимая бумага для скраббукинга. Разные тут расцветки у меня. И хочу вырезать из бумаги. Сейчас выберу подходящий. Может быть, просто возьму цветной картон. Там красный, зеленый, синий. Или, скорее всего, даже, может быть, лучше будет сделать как-то в какой-то программе, нарисовать, отнести в студию, распечатать на плотной бумаге и вырезать. Хочу сделать носки, ну, примерно размером, ну, пусть будут 11. Сейчас я трафаретик нарисую. Сделать пары одинаковых носков, но левый и правый симметричные. И повесить их как гирлянду вот на передней части стола. Сделать надпись «Найди пару». И чтобы детки подходили. Развесить их хаотично, эти носочки. И как игра искали, подбирали пару носочков. Ну, может быть, 10 пар сделаю, не знаю. Вот я даже думаю, вот просто вырезать носки из такой бумаги. Ну, какие тут у меня еще, ну, вот клеточку носочки, да. Ну, 10 видов какие-то найду, в горошек, носочки. И маленькие детки, там 3-4 годика, пусть находят пару. Это такое занятие для развития. Какая тут посимпатичнее, поярче надо бумагу, конечно, выбрать. Но слишком пеструю, конечно, вот я витрину свою не хочу делать. Вот такие симпатичные носочки будут. И вот носочки красивые. Да, сейчас я сделаю трафаретик, наверное, из картона. Обведу и вырежу левый, правый носочек. Дыроколом сделаю дырочку и повешу эти носочки на джутовую веревку. Вот. А с чего мне сделать надпись «Найди пару»? Ну, может быть, буквы вырежу, а может быть, просто из 2 слов напишу маркером «Найди пару». Так, надо маркеры еще тоже какие-то цвета. Зеленый какой-то найти. Может быть, на темной бумаге белым напишу. Ну ладно, решу. На скатерти белые на столе на выставке ярмарки, поэтому вот. Я же ведь продаю носочки, и на том столе, где у меня лежат носки, я повешу эту гирлянду из носочков. Вот. Мне кажется, это интересно будет. Ну, посмотрим, будет это как-то привлекать народ или нет. А какая у меня гирлянда получится, я потом покажу в следующем видео, когда буду рассказывать о том, как я сходила на ярмарку. Так что, если вам интересно, и чтобы не пропустить мои следующие видео, поставьте, нажмите на колокольчик, напоминалочку такую, и вам будет приходить уведомление, что у меня вышло новое видео. Вот так вы не пропустите. И знаете, что я сейчас вспомнила? Что у меня есть вот такой прибор. Многофункциональный универсальный щипцы-пробойник. Ну-ка, давайте посмотрим с вами вместе. Может быть, этими щипцами можно вставлять глазки. Как-то я про него даже и не думала посмотреть. Я его редко использую, чтобы дырочки в ремне там проколоть. Я знаю, что многие мастерицы используют для установки глазок, приспосабливают специальный прибор, который покупают в магазине для автолюбителей. Я не знаю, для чего там его мастера автодела используют.
Там как-то его модернизируют, что-то снимают, что-то прикрепляют, и потом... Так, если вот эти, ну-ка... Сюда вставляем глазик. Так, шире он не открывается. Вот это максимальное его расстояние. Я даже не знаю. Вставлять я, конечно, сейчас не буду. Вот такие заглушки. Их просто невозможно надеть на этот глазик. Они очень-очень тугие. Я уже пробовала их и в кипятке распаривать. Да, может быть, чуть-чуть полегче, но все равно. Так, и вот, например, куда мне попробовать вставить? Я, конечно, не буду сейчас зажимать, я просто вот, чтобы откроется через зажим на такое расстояние. Ну вот эта металлическая деталька, сюда нужно, наверное, фетр приклеить какой-то. Ну-ка, просто я хочу измерить диаметр. Вот этот влезет, не влезет. А вы знаете, помещается. Да нет, наверное. Да нет, шире. Не влезет. Так, и он шире не открыл. А, вот, разработался, да, пошире открылся. Все, наверное, тогда можно мне и вот этот прибор использовать. Вот дурында-то я. У меня тут такой шикарный прибор есть. А я пальцы отбиваю молотком. Ну, вообще, ну чудо-юдо. Ну, что про меня сказать? Люди покупают эти зажимы специально, а у меня лежит, а я им не пользуюсь. Да, вот он широко открывается. Все. Ну-ка. Да, прекрасно. Вот сюда в ложбинку садится он. Ладно, следующую игрушку буду делать и уже буду думать, что тут можно придумать. Все, он надежный, такой крепкий. Видите, тут пробойники разного диаметра. Поуже можно дырочку пробить, потолще, пошире. Тут все, вот они разного калибра. Так. Раз, поуже, пошире. Вот. Несколько щелчков надо сделать. Вот так пошире, вот так поуже. Два режима. Что? Ничего не понимаю. Ладно, буду разбираться. Ох, сама рада-то, что вспомнила, что у меня есть такой прибор. Вот как он называется. Многофункциональные универсальные щипцы-пробойники. Здесь можно вставлять и кнопки, и как называется, вот эти люверсы. Перед началом работы сожмите ручки, отведите пластину фиксатора. А, вот пластиночка, вот. Угу. Вот так зажато. Вот так отжато. Все. 6 сменных насадок. Это вот про эти насадки имеется в виду. Их можно вытаскивать и что-то другое вставлять. Так, не буду ничего вытаскивать я, конечно же. 5 пробойников и 1 универсальная насадка для развальцовки блочек. Да, блочки, вот они называются правильно, я помню, что вставляла такие, когда раньше шила сумки детские. И установки рубашечных кнопок. Диаметр 6 миллиметров. А, еще и входил в комплект блочки сами, и кнопки. Надо их поискать мне. Так что вот такое у меня богатство. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, видео было вам интересным, чем-то полезным. Для меня так уж это точно полезным. Я нашла вот такой прибор. С вами поговорила, сама разобралась, как им пользоваться. Вот.
Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. 7 ровных петелек и до новых встреч.